Всем привет, парни и девушки. Итак, это видео нестандартное, а нестандартно оно потому, что я впервые на канале буду обозревать роутеры. Причем это не просто роутер, знаете, а и игровой роутер от MSI. Да и вообще, я, знаете, признаюсь, впервые сталкиваюсь именно с игровыми роутерами, и для меня было крайне непонятно, для чего они вообще нужны людям. Но вот недавно я провел себе быстрый интернет в квартиру на скорости 700-800 мегабит в секунду, и хотелось сделать прям идеальные условия не только для закачки фильмов 4К или просмотра видео, но и запуск игр в облаке тоже крайне важно, лично для меня. В общем, компания MSI решила выйти на рынок роутеров и выпустила модель Radix AX6600, и это маршрутизатор VLAN, и способен он передавать данные по сети Wi-Fi с общей скоростью, внимание, до 6600 мегабит в секунду. Он поддерживает одновременно подключение к клиентским устройствам по 3 беспроводным диапазонам, а именно 2 5 ГГц и 1 2,4 ГГц, плюс поддерживает он также этот роутер стандарт Wi-Fi 6 и еще при этом имеет на базе высокоскоростное проводное подключение, а именно порт WAN-LAN стандарта 2.5G Ethernet. Что насчет внутренней оболочки, то роутер имеет свой специальный геймерский софт, функции снижения задержки и увеличения пропускной способности для приоритетных приложений, а также данный софт, основанный на базе искусственного интеллекта, может автоматически расставлять приоритеты сетевого трафика, облегчая использование будь то онлайн-игр, там стриминг или работа в профессиональном софте. Короче, друзья, посмотрим мы с вами и оценим, что может сей роутер. И сперва давайте самое важное, что волнует зрителей, а я уверен, почему-то это крайне важно, это, конечно же, цена. И стоит такой монстр, например, в DNS, ну, порядка таки 15 тысяч рублей, что, возможно, по курсу $200. Да, это сразу ставит роутер в определенную нишу продуктов, не для всех. Обычные 5G роутеры стоят там, по-моему, 3-4 тысячи, но и за эти денежки нам дается еще множество интересных решений, и внутри установлены самые передовые стандарты связи и возможности. Одним словом, за передовые технологии нужно что правильно платить, а если начать перечислять, что может этот роутер, то на это уйдет, я думаю, минут 10, и поэтому я перечислю, то есть назову самые важные аспекты. Итак, сердцем AX6600 является 4-ядерный процессор от Qualcomm и 512 оперативной памяти. Чип работает с тактовой частотой 1,8 ГГц и пассивно при этом охлаждается радиатором с одной медной теплотрубкой. То есть охлаждение внутри у нас роутера на уровне видеокарты какой-нибудь там 1050 Ti. Но самое интересное, роутер может работать в 3-частотных диапазонах в режиме 2,4 ГГц или просто 2,4G, и пропускная способность при этом маршрутизатора в пике 600 мегабит в секунду. Далее у нас есть еще два диапазона на частоте 5 ГГц. Первый работает с пропускной способностью до 1200 мегабит в секунду, а второй до 4800 мегабит в секунду. Из фишек я бы отметил поддержку настройки OpenVPN, это особенно актуально для России в данный момент, а также имеется встроенный менеджер скачивания BitTorrent, тоже, поверьте мне, весьма полезная штука, я лично пользуюсь постоянно. Далее, что насчет довольно большого корпуса роутера от MSI, то, если честно, все это дело вкуса, и, конечно, компания стремилась как-то выделить свою модель среди обычных и наделить их каким-то действительно геймерским ярким дизайном. Это абсолютно нормальная практика. Если речь идет о каких-то геймерских девайсах, то, конечно же, здесь дизайн должен быть соответствующий. На задней части корпуса можно увидеть панель с различными входами и кнопкой включения и сброса, плюс один USB 3.0. Сами же порты у нас, значит, это один 2,5 гигабитный Ethernet порт, который может использоваться для подключения WAN или LAN, на ваш выбор. Еще у нас в общей сложности доступно 4 порта Ethernet на 1000 мегабит в секунду. Это удобно, если делать, скажем, домашнюю NAS мультимедиа сервер и так далее. Для тестов скорости я использовал свой домашний компьютер, чтобы скачивать, то есть и заливать видео, там торренты, плюс запускал я там всевозможные Steam Link в комнате через стену на своем телевизоре, и также обязательно это запуск облачных игр, а именно GeForce Now, Game Pass и так далее. Именно облачные сервисы — это самые привередливые к стабильности соединения и скорости интернета, и часто эта скорость упирается именно в роутер, так что, надеюсь, все будет идеально. Итак, сперва давайте запустим GeForce Now. Я, как правило, использую его больше всего в домашних условиях, и тут я выставил самые высокие настройки связи, чтобы получить максимальное качество картинки в 4К с трассировкой. И обычно у меня на моем старом роутере с 5G за 3000 рублей, там даже на скорости проводки
провайдера 700 мегабит в секунду проскакивали такие себе стабильные фризы каждые 2 минуты. Причем заметные фризы, я это точно прекрасно помню. Но после вот установки роутера от MSI я пока что не наблюдал проблем с фризами. Напротив, из-за стабильности соединений и скорости у меня меньше стало артефачить картинку, и можно сказать, что качество трансляции в облаке почти сравнялось, ну, почти с нативным. Ну, то есть, как бы не совсем прям вот шикарно все стало. Это, конечно, понятное дело, я преувеличил, однако облачная трансляция заметно похорошела. Это я сразу заметил. Что насчет качества трансляции в Steam Link через компьютер, то тут уже как бы применяется почти то же самое облачная схема, но задержка очень низкая из-за того, что компьютер находится буквально через стену в комнате. Так что Steam Link идеально передает трансляцию даже на слабом роутере, на самом обычном. А что уж тут рассказывать про навороченные с 6 антеннами, я даже не знаю. Еще, конечно, обязательно я прошелся по всяким там Game Pass Cloud или там Sberbox Play. Все это тоже облачные сервисы, и они примерно на том же уровне работали, что и GeForce Now на старом роутере. А именно были микрофризы, была серьезная задержка, и даже временами я ловил парочку вылетов каждый час. Это было, ну, я так помню, довольно стабильно. Теперь же я начал тестировать, и вот спустя неделю пока что тьфу-тьфу, вроде бы все в порядке. Причем я проверял дальность приема сигнала и вышел даже с квартиры и пошел там по направлению к лифту, и примерно метров так за 15 от квартиры все равно через 3-4 стены отличным оставался уровень связи на этом крутом роутере. Большой дом трехэтажный с кучей техники, вообще не проблема для этого роутера. Он покроет буквально все, и даже соседние дома. Но тут, друзья, стоит признать, что хороший интернет, он тоже, запомните, крайне важен. И сам провайдер тоже несет ответственность за качество картинки, то есть интернет-связи. А именно лично мой провайдер под названием, ну не знаю, стоит ли вообще его как бы называть, но в общем, это провайдер ловит. И все дома пиковские на этом провайдере почти 90%. Так вот, это, ну скажем так, не самый лучший провайдер, конечно, но и не самый далеко худший. Нормальный такой себе стабильный провайдер. Самое важное, что за 1100 рублей в месяц я подключил тариф 700 мегабит в секунду. Это предельный из допустимых тарифов. Будет больше у них там, вот допустим, в наличии, я подключу больше. Но сейчас, если честно, и 700 мегабит в секунду это очень даже прилично. И на любые, то есть любые задачи этой скорости мне хватает. Абсолютно все, что бы я не запускал, там 4К, 8К видео, облачные игры, там прямые трансляции, что хочешь. Данный роутер от MSI, он может одновременно выдавать предельно высокую скорость, и это значит, что выкачивать торрент или там запускать GeForce Now и смотреть видео 4К можно сразу одновременно и без малейших врезов на максимальной скорости. В AX6600 используется 6 антенн, и поэтому роутер показывает отличную скорость передачи данных даже на больших расстояниях. Там, например, через 5-6 стен или возле лифта в подъезде на этаже. Все это абсолютно не проблема. Одним словом, MSI хорошо поработала над софтом, еще к тому же внутри роутера буквально через обычный смартфон я все настроил за 2 минуты, и при этом не возникает ощущения, что работаешь с софтом из 90-х, как у некоторых компаний. Если кому интересно, я оставлю ссылку в описании на этот роутер под этим видео. Ну и на этом уже, наверное, будем все-таки заканчивать. Всем еще раз я желаю не болеть. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем удачи. Пока-пока.